Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт самых быстрых пирожков. Пирожки у нас сегодня будут бездрожжевые, как вы уже поняли, раз они быстрые. И тесто замечательное. Оно получается нежное, мягкое и замешивается очень-очень быстро. Сегодня пирожки я вам покажу, как я их выпекаю в духовке по этому рецепту. Но вы прекрасно их сможете и пожарить на сковороде. Получаются точно такие же пышные, ароматные, как и в духовке. Сегодня начинка у меня будет из капусты. А вы, конечно, сможете начиночку сделать, какую хотите. Они прекрасно сохраняются, и вы их можете даже разогреть на следующий день, если вы не любите, конечно, холодные пирожочки. Помните, как мы раньше разогревали на железной конфорке, сверху на газовую конфорочку ставили маленькую железочку такую и разогревали блинчики, пирожки вчерашние и даже бублики. В Баку мы всегда так делали. А эти пирожки вы можете разогреть на сухой сковородке. Ну что, мои дорогие, начнем печь пирожки? Сегодня, мои дорогие, из-за того, что тесто у нас бездрожжевое, мы начинаем приготовление с начинки. Для начинки я беру 700 грамм капусты и нарезаю ее. Всю капусту я нарезала. И в разогретую сковороду наливаю растительное масло. Любое растительное масло, у меня оливковое, приблизительно 3-4 столовые ложки. Добавляю всю капусту. Я не добавляю ни лук, ни морковку в тушеную капусту для пирожков. Так мне больше нравится начинка. Вы, конечно, можете добавить кто что хочет. Можно добавить репчатый лук, можно добавить зеленый лук, можно добавить морковку. Каждый начинку делает по своему вкусу. Пол столовой ложки соли. Воду я не добавляю абсолютно ни грамма. Накрываю крышкой и на небольшом огне оставляю на 5 минут. Через 5 минут крышку открываю и снова перемешиваю капусту. За счет того, что капусту я посолила сразу, она осела. И воду не нужно добавлять нам абсолютно ни грамма. Так капуста получается намного вкуснее. Накрываю снова крышкой и оставляю еще ровно на 5 минут. Самое главное, чтобы огонь был небольшой, чтобы капуста у нас не подгорела. Начинка уже готова. На этом этапе вы можете добавить кто что хочет. Хотите сухую зелень, плиту я выключаю. Хотите свежую зелень. Кто что любит. Я добавляю только черный перец. Черный молотый перец я добавляю. И еще раз хорошенько перемешаю. Перекладываю в другую посуду. И нужно будет остудить капусту. Для теста 100 мл молоко у меня здесь комнатной температуры, 200 грамм йогурт или же нежирная сметана, или же густой кефир. У кого что есть. 100 грамм растопленного масла сливочного. Можно сливочное масло заменить на 50 мл растительного, 50 грамм сливочного. Чайная ложка соли, чайная ложка сахара. И нам понадобится 2 яйца, вернее, нам понадобится 2 белка. Сейчас я разделю яйца на белки и желтки. Белки пойдут в тесто, а желтки нам понадобятся потом. Перемешиваю хорошенько. И теперь нам остается добавить только муку. Как вы поняли, тесто готовится очень быстро, поэтому духовку включаем разогреваться на 200 градусов. 450 грамм муки у меня здесь уже просеянной. 2 столовые ложки разрыхлителя. Без горки ложки. Это приблизительно 15 грамм. Перемешиваем хорошенько. Муку я добавляю в 3
этапа, 3 частями. Добавляю вторую часть муки. И теперь уже перемешиваю руками. Нам не нужно замешивать тесто, долго его вымешивать, нам нужно просто-напросто все объединить. Это тесто очень быстрое, и этот рецепт вам очень пригодится, если вы, конечно, еще не знакомы с ним. Вот такое тесто получилось. Перекладываю на рабочую поверхность. Тесто очень мягкое, очень приятное, очень нежное. Накрываю его. Можно накрыть кастрюлькой, можно накрыть просто полотенцем. И оставляю буквально на 5 минут. Через 5 минут делю на 2 части. И здесь уже каждый, кто какие хочет пирожочки делать. Я делаю из этого всего теста приблизительно, у меня получается всегда 12 пирожков. Пирожки сегодня я буду делать в духовке, поэтому я их делаю немножко крупненькими. Если вы будете жарить пирожки, то я вам рекомендую сделать их поменьше. Каждый шарик открываю вот так руками в небольшую лепешечку. Кладу 1 столовую ложку начинки. Делаю вот такой надрез. И сворачиваем таким образом пирожок. Хорошенько защипляем края. И все. Все готово. Таким же образом я сделала все пирожки и переношу их на бумагу, на противень, вернее, застеленной бумагой, пергаментом. В желтки добавляю 1 столовую ложку молока. Хорошенько перемешиваю и смазываю пирожки. Можно будет их посыпать кунжутом. Я их посыплю сегодня маком, а можете абсолютно ничем не посыпать. Пирожки выпекаются быстро. Следите за духовкой. Сегодня они у меня выпекались ровно 20 минут. Вот такая красота получилась. Тесто ничем не хуже, чем дрожжевое. Посмотрите, какие они получаются внутри. Очень мягкие. Эти пирожки можно испечь и тут же заморозить. Положить в пакетики и заморозить. И уже размораживать по ходу, кому как нравится. На завтрак, на ужин. Ну что, мои дорогие, вот такие пирожки сегодня я вам показала. Мне кажется, рецепт совсем не сложный. У всех получится и всем понравится. Никто не пожалеет, если приготовит эти пирожки. Их можно делать с разными начинками. Получается очень вкусно и с яблоками, и с мясом. И из этого теста получаются замечательные пироги. Делайте, экспериментируйте, и все у нас всегда получится. Ну что, будем прощаться. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Всем приятного аппетита, всех люблю, до новых встреч, пока-пока.